Всем привет! С вами Юля из Фарнборо, и сегодня мы с вами останемся в Фарнборо и поговорим про авиацию. Да, как бы не пафосно это звучало. Для тех, кто не в курсе, наша Фарнборо расположена на юго-западе от Лондона, всего в 38 милях или в 62 километров от самого центра, от Биг Бена. Чем примечательна наша Фарнборо? Тем, что в 1908 году здесь был запущен первый управляемый самолет, и с тех пор Фарнборо можно считать местом рождения британской авиации. Сегодня мы поговорим с вами про авиасалоны или авиашоу, которые проходят в Фарнборо. Первый такой авиасалон прошел в 1948 году. И с тех пор авиасалоны в Фарнборо проходят каждый второй год, каждый четный год. А каждый нечетный год проходят авиасалоны в Ле-Бурже во Франции, недалеко от Парижа. На каждом авиасалоне было представлено всегда что-то новое и интересное, а я вам расскажу, что в 1970 году в Фарнборо был представлен проект Конкорда. Конкорд тогда еще не был готов к полетам, но его макет уже был выставлен на всеобщее обозрение. А в 1976 году Конкорд уже собственнолично приземлился в Фарнборо на авиасалон. И это был первый раз, когда публика могла увидеть этот самолет в действии. Мой рассказ про Фарнборо авиасалон начнется с 2014 года, потому что именно с этого момента у меня сохранились много фотографий, как вы сейчас видите, и какие-то видео. Хотя первый раз я посетила авиасалон в 2012 году, но помню, погода тогда была очень плохая, мы были все в плащах, с зонтиками и, по-моему, даже в резиновых сапогах. Конечно, было не до фотографий, все были мокрые, ну и впечатление осталось, конечно, не очень. Хотя по задумке авиасалон Фарнборо проходит, еще раз повторюсь, каждый четный год в середине июля. Даже скорее во второй половине июля. Это неделя с понедельника по воскресенье. И в июле у нас в Фарнборо обычно очень хорошая погода, что вы можете видеть по всем этим фотографиям. Да, голубое небо, ну, немножко облачков. И это, кстати, 2014 год, еще тот год, когда Россия и какие-то российские компании были представлены на авиасалоне. Однако уже здесь не все компании смогли получить визы, и поэтому ряд компаний просто не смог принять полноценное участие в выставке. Авиасалон проходит с понедельника по воскресенье, и если с понедельника по четверг это время для трейдеров, то есть когда заключаются сделки, то с пятницы по воскресенье это время для простого народа. Но в пятницу скорее все-таки для групп, это для университетов, колледжей, школ, а суббота-воскресенье стопроцентное время для простого люда, для семей, для детей. Все представленные самолеты, вертолеты, все они прибыли своим ходом, и практически на каждый можно залезть, посмотреть, поспрашивать все, что тебя интересует. В общем, реально очень интересно было. Почему говорю было? Смотрите до конца и узнаете, почему я говорю в прошедшем времени. Не могу пройти мимо вот этого самолета. Он называется Avro Vulcan. Первый полет этого самолета состоялся в 1952 году, а в 1956 году он был принят на вооружение королевских ВВС. Я небольшой поклонник, если честно, авиации, но когда этот самолет летает, в этом есть что-то такое, что прямо хочется ему аплодировать.
Если еще принять во внимание, что создан он был в 1952 году, да, то есть как давно это было, но до сих пор, когда он летает, я не знаю, у меня почему-то полный восторг, просто полный восторг. Всего, кстати, таких самолетов было 45, да, всего 45 самолетов, и на вооружении они стояли в Великобритании до 1984 года. Сейчас эти самолеты, оставшиеся, находятся в частных коллекциях. И здесь, конечно, на этом авиашоу был представлен один из таких самолетов из частной коллекции. И на его поддержку собирались деньги. Продавались всякие майки, зонтики, нашивки, карандаши. Ну, в общем, все то, что ты можешь купить, и тем самым деньги пойдут на восстановление, на дальнейшую эксплуатацию, поддержку в эксплуатации этого чудесного самолета. Ну и поскольку так он мне запал в душу, я, конечно, накупила там маек, зонтиков, карандашей и всякого-всякого. Куда это сейчас делось? Это было давно, куда-то это все делось. Но, в общем, я была очень счастлива, что я таким образом, да, помогла этому вулкану, наверное, какое-то время еще просуществовать. Да, абсолютно чудесная железная птица. Ну а мы пойдем дальше. Как вы видите, представлены на этом авиасалоне и военные, и гражданские, и какие-то восстановленные самолеты. В общем, очень много всего за день не обойдешь. Очень все интересно, очень везде хочется полазить, все спросить, все посмотреть. И, конечно, какой же авиасалон без наших Red Arrows, да, без красных стрел. Красные стрелы – это группа, которая была сформирована в 1964 году. В ее составе 9 пилотов, и они выполняют очень сложные фигуры высшего пилотажа. И, кстати, именно в 2014 году, вот как раз в эти, можно сказать, дни, наверное, да, эта группа отмечала свое 50-летие. Да, красава. Красота, конечно, как я люблю смотреть, как летают эти Red Arrows. Ну, а мы с вами пойдем дальше. Вишенкой на торте в этом шоу было, что вот на этих вот вертолетиках можно было за какие-то reasonable деньги, я сейчас уже не помню сколько, что-то в голове, порядка 30 фунтов с человека, и вас катали за эти деньги, наверное, минут 10 над Фарнборо и окрестностями. И вот это вот вы видите те самые кадры, которые мне удалось запечатлеть Фарнборо с высоты птичьего полета. Так вот такие у нас окрестности. Дома, леса, очень все красиво, все зеленое, середина лета, тепло, светло, поезда ходят, вот взлетно-посадочная полоса.
В общем, очень мне понравилось то авиашоу 2014 года. Кстати, если вы досмотрели вот сейчас, вот до этого момента, значит, что-то вам тоже понравилось, я надеюсь. Поставьте, пожалуйста, лайк, это мне очень поможет в будущем. Если поставили, то вам большое спасибо. Если не поставили, ну, может, потом еще попозже поставите, за что опять большое спасибо. А мы с вами пойдем дальше. А дальше мы с вами пойдем в 2016 год. Еще раз напомню, что авиашоу проходит каждый четный год. Это был Airbus 350, а чем же известен этот авиасалон 2016 года? Тем, что Airbus продемонстрировал свой флагманский лайнер A380, а Boeing представил свой новый дальнемагистральный самолет 787 Dreamliner. Одной из главных премьер этого авиасалона стал истребитель пятого поколения F-35. Его появление на Фарнборо стало первым крупным международным показом этого самолета за пределами США. Всем жителям Фарнборо, которые живут рядом с аэропортом, и это касается конкретно меня, загодя, то есть за какое-то время, не знаю, может быть месяца за 3, за 4 до авиашоу всегда приходили такие специальные письма, в котором, ну, я это рассматриваю как за моральный ущерб, за то, что шумно, что куча народа, да, куча полетов, вот это все летает. В общем, чтобы мы не нервничали, не переживали, наверное, никуда не ходили жаловаться, нам предлагалась цена на билет как 2 человека по цене одного билета. Сейчас я так уже и не помню, сколько эти билеты стоили, но мне кажется, где-то порядка 25 фунтов на один день на одного человека. Билеты были там разной градации, то есть можно было купить только на один день, можно было купить на 2 дня на уикенд, на субботу и воскресенье. Можно было купить билет на 3 дня, когда вот паблик пускают, на пятницу, субботу и воскресенье. И мы этим очень пользовались, потому что, скажу честно, за один день там сносишь все ноги и так и не успеешь зайти везде, где хочешь, так и не успеешь посетить все эти самолеты, и даже не все, а просто даже какие ты хочешь, потому что иногда стоят очереди, иногда как-то тебе тут надо на дисплей посмотреть. В общем, очень мне нравилось, когда у нас билеты были куплены, скажем, на 2 дня. За 2 дня, да, в принципе, ты можешь посмотреть все, что ты хочешь. Ну, а за 3 дня ты можешь посмотреть это не торопясь, с бокальчиком шампанского. Ну, то есть, чем больше дней, тем лучше. Но публику пускают только пятницу, субботу и воскресенье. Для Фарнборо каждое авиашоу, конечно, было большим событием. У нас тут взлетали все цены на гостиницы, на какие-то B&B и прочие рента квартир. Вот на это время была ужасно дорогая, вплоть до того, что нам даже в наш дом опускали специальные, присылали конвертики, что не хотите ли вы сдать свою квартиру на вот конкретно вот это вот время авиашоу. И в принципе кто-то, наверное, этим пользовался и зарабатывал на этом какие-то деньги, да, такой вот бонус, что ты живешь в Фарнборо. Ну, кроме того, на самом авиашоу, во-первых, кто-то его должен кормить, да, то есть там очень много где поесть, где попить, чего поесть, как попить, на любой вкус и кошелек. Какой-то local craft, то есть люди, которые
вокруг Фарнбора что-то там вот делают художники, какие-то поделки. Все это там тоже продавалось, и все это можно было купить. В принципе, было очень интересно. Уж не знаю, каким образом это связано с авиацией. Ну вот, то есть это такая выставка, когда уже именно Public Day. Я не уверена, что все это было, когда трейд там работал. Ну, то есть для паблика там чего только не было. И картины, и золотые джипы, как сейчас помню, я у них фотографировалась. В общем, там было масса всего интересного. То есть это очень большой ивент был для Фарнбора и для прилегающих окрестностей. У нас в Фарнборе много офисов, в частности Fluor Offices, американская компания нефть и газ, да, и для них было специально организовано в этом году под Structure, как вы видите по фотографии, все желающие за небольшую плату, там я уже не помню сколько, фунтов 10, может 15, могли прийти со всей семьей и расположиться на пикник, но там же были и facilities, где тебе нальют и накормят, и там же под этой же Structure, под ангаром располагался специальный знающий дяденька, который в режиме онлайн рассказывал о том, что сейчас делается на взлетно-посадочной полосе, кто взлетает, кто приземляется, какие-то исторические факты. В общем, это тоже было очень интересно для тех, кто работал не только во Флоре, но и в ближайших офисах, поскольку это вот такое вот было специально для офисных. И мы с вами плавно перетекаем в 2018 год, чем был знаменит салон 2018 года. Рекордное количество заказов. Сумма заключенных контрактов на поставку авиационной техники превысила 1900 миллиардов долларов. Это стало абсолютным рекордом для авиасалонов Фарнбора. Ну, тут немножко про Россию, что Россия отказалась от участия в авиасалоне из-за выдвинутых организаторами условий. Однако каким-то образом некая российская делегация все-таки умудрилась посетить этот авиасалон. Да, такие вот страсти. Ну, от себя хочу сказать, что, конечно, мы опять пригласили кучу гостей. К нам приехали гости из Финляндии, все мы весело пошли на этот авиасалон, все как всегда, но что-то было в нем не то. В нем было в несколько раз меньше самолетов, которые летали, несколько раз меньше самолетов, на которые можно было залезть, посетить, спросить. То есть все было как бы то да не то, в некоем усеченном формате. И народ на веб-сайте начал жаловаться. Я помню, я за этим очень следила, что же это такое, теперь еще не то, что давеча, вот то ли было дело раньше. И, как я помню, устроитель всего мероприятия сказал примерно следующее: ах, вам не нравится вот так, ну так и все, тогда больше я вообще для народа никогда ничего проводить не буду, потому что меня вполне устраивал первоначальный формат, что этот авиасалон, он для трейдеров, то есть для бизнес-людей, которые продают и покупают самолеты. А для простого люда, как бы всегда и так делалось исключение, что вас вообще туда пускали. И это правда, то есть 2018 год стал последним годом, когда стали пускать народ. В 2020 году авиасалон Фарнбора вообще был отменен из-за ковида, но тогда все отменяли, это как бы неудивительно. В 2022 году авиасалон возобновил свою работу, и он уже начал работать. То есть если раньше это было с понедельника по воскресенье, то теперь это с понедельника по пятницу, и пятницу, слава тебе Господи, оставили для организованных групп. То есть если вы войдете в какую-то группу, я не знаю, как в нее войти, но как-то, наверное, можно,
тем более если вы из университета, из колледжа, то тогда вам разрешат посетить, естественно, за ваши деньги, этот авиасалон в пятницу. Для вас будут все эти дисплеи, то есть для вас полетают самолеты, и все будет хорошо. Но простого английского труженика в субботу и воскресенье уже не пускают. И начиная с субботы начинают все вывозить обратно из этого авиашоу. Да, все начинают они закрываться, сворачиваться и все вывозить. Вот так вот это вот все печально. Ну, что делать? Опять, если вы живете в Англии, то, в общем-то, на следующий авиасалон, это сейчас 25-й год, то есть в следующем году, в 26-м, будет следующий авиасалон, и пускай туда не пускают простого английского труженика, ничто не препятствует вам приехать с семьей, со своими креслицами, с пикничком и уютно расположиться на одной из полянок у нас в Фарнборо и наблюдать за полетами самолетов, наслаждаться. Очень красиво, особенно если с погодой повезет, то есть это очень хорошее времяпровождение, поэтому приглашаю к нам в Фарнборо всех. И если вы досмотрели до этого самого вот места, то мне кажется, сейчас вот очень правильное время поставить мне лайк за то, что я вам все это рассказала. Сейчас еще что-то расскажу. Что-нибудь наверняка очень интересное касательно Фарнборо и авиашоу. Так что поставьте мне, пожалуйста, лайк, а кто поставил уже, тех очень-очень благодарю. Спасибо. И еще раз напоминаю, что все вот эти видео, вот как самолетики летают, да, все это, в общем-то, было снято мной лично на всякие подручные средства. Что у нас подручные средства? Какие-то дешевые камеры и телефоны. Но, тем не менее, надеюсь, что это вам никак не мешает насладиться всем тем, что видела я, что радовало мой глаз. Надеюсь, ваш взгляд это тоже радует. Ну и не может не радовать наше авиашоу Фарнборо, потому что это действительно красиво. И всем рекомендую, если кто-то может посетить, то, пожалуйста, посетите. Это действительно того стоит. И если вы таки надумаете приехать к нам в Фарнборо, можно это сделать на один день во время авиашоу, а можно так с ночевочкой. У нас есть масса всяких хороших гостиниц, но одну я вам особо могу порекомендовать. Это гостиница «Авиатор». Она мне совсем не проплачивала деньги за то, что я вам ее рекомендую, но она расположена таким удачным образом, что одна сторона этой гостиницы выходит на взлетно-посадочную полосу. За это, конечно, вам нужно будет немножко доплатить, но если вам повезет, и вы возьмете те самые номера, выходящие на взлетно-посадочную полосу, то вы сможете в полной мере прямо из окна своей гостиницы, своего номера насладиться всеми прелестями нашего фарнборского авиашоу. Номер в гостинице стоит от 150 до 400 фунтов. Смею предположить, что во время авиашоу это может быть несколько дороже, и буковать это нужно много заранее. Если вам это удастся, то, конечно, это будет ваш бесплатный билет, можно сказать. Вот вы сможете все увидеть своими глазами, прочувствовать. Плюс там хорошо кормят, там очень хороший ресторан, и плюс там чудесный скай-бар, где делают чудесную маргариту. Я о барах сужу по маргаритам, поскольку больше я ничего не пью из коктейлей. То есть маргариту там делают хорошую, кормят вас там хорошо, и вы будете, поверьте мне, иметь очень хорошее время во время нашего авиашоу. Да или просто в какое-то любое другое время приезжайте к нам в Фарнборо. И вишенка на торте. Расскажу, что когда-то по взлетно-посадочной полосе нашего Фарнборо можно было пробежать, если вы можете бегать, да? Можно было пройтись, если вы можете ходить. Можно было проехать на велосипеде, если вы любите кататься на велосипеде.
Раз в год устраивался charity-event, который назывался Twilight Runaway Challenge. И за 25 фунтов, да, за это нужно было платить, деньги уходили на charity. В определенный день, вечер закрывали аэропорт специально для вас, для того количества народа, которые соберут, да, вот вы сейчас видите эти редкие кадры. Это был 2018 год, то есть кто как может, тот так бежит, собирается, идет, можно на скейтборде, на самокате, на велосипеде, пешком, бегом, кто как может. Все заплатили по 25 фунтов, и все довольные вечером в хорошую погоду, летом делают этот забег, назовем его так, по взлетно-посадочной полосе. Ощущение, скажу я вам, абсолютно незабываемое. Мне посчастливилось участвовать один раз, это в 2018 году. Потом как-то это устраивалось каждый год, но то я куда-то уезжала, то еще что-то, то ковидло, то, в общем, всякие дела. А потом этот ивент перенесли в соседний аэропорт, в Блэкбуш аэропорт. Там все то же самое, то есть вам даются как бы 3 дорожки, что ли, одна на 3 километра, другая на 5 километров и на 10 километров. И вы как бы выбираете свою дорожку, но все они проходят по взлетно-посадочной полосе. Там просто указывается, что если вы на 3 километра, то вам вот здесь сворачивать. Если вы на 5 километров, то вам там вот подальше, но на 10 километров, то там вот вообще до конца взлетно-посадочной полосы, да, еще куда-то дальше. То есть сейчас это перенеслось все в Блэкбуш Airport. Этот Блэкбуш тут совсем рядом с нами, на машине, наверное, минут 10. В развалочку на велосипеде, наверное, доедешь за полчаса, я не знаю. Как-то, не знаю, может быть, в этом, 25-м году я соберусь. То есть пока я там не каталась, и Блэкбуш попроще. Потом я там все-таки не живу, да, я живу в Фарнборо, и куда приятнее кататься тут по взлетно-посадочной полосе у нас в Фарнборо. Ощущения это были абсолютно незабываемые. Прям какая-то энергетика, что здесь взлетают и садятся самолеты. Это такие все красивые, всяких простых и непростых, советских и несоветских тружеников, да, и вот я тут такая вся еду на велосипеде, причем там скорость развиваешь абсолютно безумную, то есть чувствуешь себя самолетом. В общем, очень я любила этот ивент, очень он мне понравился, и вот была у меня такая возможность это прочувствовать на себе. Да. Такие вот наши маленькие радости Фарнборо. Кстати, так, на секундочку, городок наш Фарнборо на 2011 год, в нем было 65 тысяч народа, но это 11 год, сейчас 25, то есть, смею предположить, что 70 тысяч у нас в Фарнборо есть, то есть, хоть я и называю это деревней, но это такой вот хороший, уютный городок со своим аэропортом для частных самолетов, со своими хорошими гостиницами, хорошими и не очень, в общем, со своими всякими интересными штучками. Так что приезжайте к нам в Фарнборо. Еще раз спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если досмотрели до конца, значит, что-то вам понравилось. Пишите ваши вопросы, если какие-то есть. Я не знаю, пишите любые комментарии. Мне будет интересно. На все, что смогу, отвечу. И, в общем, всем спасибо за просмотр, за лайки, за то, что вообще зашли на мой канал. Всем еще раз спасибо. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. С вами была Юля из Фарнборо. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока.